Приготовьтесь к невероятному зрелищу. 3 отважных байкера сойдутся в эпической битве за электромотоцикл. Девушка, новичок и бывший военный готовы доказать свою преданность и страсть к мотоциклам, ответив на вопрос ведущего прямо из мира байкеров. Лишь один из них станет героем этого дня и выиграет главный приз электро Ducati Panigale и заслужит уважения зрителей. Вы готовы присоединиться к этому эпическому вызову? Поехали. Вы передвигались на мотоцикле в алкогольном опьянении? Я даже не знаю, как тебе отвечать. Да, было дело. Не вспомню сейчас. Вы понимаете, что это несет риски для вас и для окружающих? Это очень каверзный вопрос. У нас сегодня вечер очень каверзных вопросов. А сколько людей сбивают на пешеходных переходах? Всему своя судьба. Я человек спокойный сам по себе. Это было по принуждению, потому что нужно было срочно ехать, и единственный вариант, который был, это 2 колеса. Вы осуждаете? Осуждаю, потому что на мотоцикле у тебя есть возможность куда-то уехать, скрыться в пробке и избежать ответственности. В большей своей степени, наверное, характеризует меня как не совсем далеко. Скорее, все-таки люди понимают опасность, которую я несу и себе, и окружающим. Живу по принципу никому ничего не показывать, никому ничего не доказывать. Что значит козлить на мотоцикле? Козлить. Между рядами? Вилли? А на заднем колесе? Козлить или уилли – это ехать на заднем колесе мотоцикла, потому что мотоцикл начинает напоминать форму козла, который стоит на задних лапах, и это профессиональный сленг. Как вы относитесь к женщинам на мотоциклах? Это такой же участник дорожного движения, как и все остальные, даже если ты собачку посадишь. Или обезьянку. То есть женщина – это собачка, либо обезьянка? Я не хотел этого сказать. Я сказал, что и собачка, и обезьянка может быть участником движения. Наоборот, женщина на мотоцикле очень сексуальна. И единственное, с чем я сталкивалась, это с повышенным вниманием, симпатией, поскольку девушки редко водят двухколесный транспорт. Познакомиться всегда охота. Сейчас, что женщина за рулем, это нормальное явление, распространенное. Что и на мотоцикле, мне кажется, тоже. Кого в мотосреде называют креветкой? Неухоженный байк. Вообще спортоводов. Кого? Спортоводов. Это такое? Вы не знаете этот сленг? Протагоны? Спортовод. Это человек, который водит спортивный мотоцикл? Пассажирку надо сказать. Вы ошиблись. Креветка – это пассажирка спортбайка. А как это еще назвать? Ну, конечно. Вообще-то в позе креветки ездят спортоводы, в первую очередь. И пассажирка спортбайка. Пассажирка спортбайка ездит в другой форме. Ну да, пускай будет так. Слышали в свой адрес мотосленг? Например, когда кого-то обогнали или не пропустили. Приходилось слышать многое. Хамство. Кто-то мог легко сказать, типа, с мату, какой я там плохой, или там что-то показать. Что называют лохматкой? Ну, вообще лохматкой называют разные точки приложения. Не знаю. Начинающего байкера. Куртка, наверное. Это трековая резина, когда после некоторых заездов она превращается именно вот в кашу. Правильно, все просто. Повезло. Дискриминация. И мотоклубы вы знаете. Ночные волки. Так. И все. Всегда
как псих-одиночка питался, поэтому я название сейчас не скажу. Northwest Brothers. Как вы их себе представляете? Любое комьюнити, любое сообщество, как и не байкерские, просто там более брутальные. Потому что там как свое братство, своя культура, что там все друг другу помогают, куда-то там централизованно выезжают. Это община по своим интересам, и они различны у каждого человека. Ну, единое видение и концепция дел объединяет. Кого называют диванщиком или коробочником мотоциклисты? Псы, что ли? Псы дорожные. Водитель автомобиля. Диванщик, ну, Я думаю, те, которые любят ездить в коробках. водители маршруток? Все, что ездит в коробках. Внимательный пешеход. Нет. Автомобилисты? Ну, что-то подобное. Водитель автомобиля. Вы были правы в первый раз, это водитель автомобиля. Действительно, их называют диванщиками или коробочниками, потому что у них есть коробка передач, диванщики, ну, потому что места много, это не мотоцикл. Как должна выглядеть женщина, чтобы вступить в ваш мотоклуб? Как мужчина, если мы об этом знать не будем. Но когда это выяснится, мы будем крайне недовольны. То есть женщина, биологическая женщина не может стать членом вашего клуба, только если не введет вас в заблуждение и не притворится мужчиной. Да, а это уже мошенническая схема. Но существует и женский мотоклуб. А байкеры с вами знакомятся? Да. В основном спрашивают, конечно, про мотоцикл, про его характеристики. Можем съехать куда-нибудь от светофора, еще полчаса болтать и делиться контактами. Это к чему-нибудь приводит? Нет. Женщины вносят разлад. И, как в большинстве случаев, все дискусы, конфликты и драки, как правило, заправляются именно из-за женщин. Почему вы считаете, байкеры не берут женщин в свои ряды? Но это, в принципе, мужской жестокий мир, где собираются мужчины. В большинстве своих случаев все дискусы, распри и драки завязываются и начинаются благодаря им. Вы хотели стать членом мотоклуба? Есть негласное правило. Не принимать женщин. Нет. Потому что у меня электромотоцикл. Так. Мне не нужны советы по его ремонту. Я не поеду в мотопутешествие. Ну, если поеду, то недалеко. Вот. Я не вижу такой потребности. Я просто получаю удовольствие от ежедневной В езды. нашем городе у нас как таковой культуры мотоциклов нет. Город Герой Пермь. Что происходит с теми, кто нарушает законы клуба? Сначала предметные разговоры, потом публичное порицание. Как выражается публичное порицание? Как в детстве встаешь по центру залы, и с тобой беседуют по очереди старшие члены клуба и спрашивают, а что тебя сподвигло к тому-то или тому-то действию. Пытаются выявить причину, если ты все-таки поступил не совсем правомерно или не совсем разумно, то делают предупреждение, потом по итогу наказывают либо финансово, выставляя тебя на бабос, или же некое вводят ограничение, мораторий на эксплуатацию транспорта. Можно и потерять мотоцикл. А что является самым страшным преступлением в мотоклубе? Пожалуй, публичное высказывание на массу людей о том, что все вокруг нехорошие, и одни такие вот прям приличные, прилежные. То есть репутационные риски. Да, проявление негативного поведения. А если мы говорим о нарушении законодательства, например, ДТП, драки, сбитые зеркала автомобилистов, это порицается в мотоклубе? Пожалуй, стоит сказать, не осуждается. Относится с пониманием и с поддержкой. Если ты действительно не сильно в этом замешан, если ты отставил честь и права, достоинства клуба или членов этого клуба, или членов семей этого клуба, то, как правило, нет порицания, наоборот, одобрение и поддержка на всех уровнях. Вот такой воблин. Ты первый. Просветите.
интересная поездка на рыбалку на мотоцикле, я бы попробовала. Но это тряска руля. Хорошо знаешь мотокультуру, считаешь себя байкером и готов сразиться за новенький электробайк? Это просто стань героем следующего выпуска. Поставь лайк под этим видео и оставь в комментариях ответ на вопрос, кого в мотосреде называют волком. Мы выберем 3 участников и пригласим тебя в студию, где ты испытаешь себя и свою удачу. Ну что ж, вы проиграли. Позвольте пожать вам руку и пожелать удачи на дорогах в новом мотосезоне. Отвратительно. От лица компании Stackbike подарить вам новый, не только красивый, но и надежный шлем, чтобы ваши поездки доставляли вам одно удовольствие и, самое главное, безопасное удовольствие. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это было смешно.